Так как вратари у нас особенные, возраст будет до 23 лет включительно. Это топ-10 лучших молодых голкиперов. 10 место. Сразу вас удивлю, начнем с чемпионата Болгарии. Наверняка вы слышали про Лудогорец, который регулярно напоминает о себе выступлениями в Еврокубках. Далее в табеле о рангах идут Софийский ЦСКА и Левски. И вот этот самый Левски весь сезон с капитанской повязкой выводил, внимание, 18-летний страж ворот Пламен Андреев. Впервые капитанская повязка на руку Пламена попала в 17 лет и 1 месяц. И этот парнишка, выступая не за Лудогорец, повторил рекорд по сухим матчам высшей лиги, установленный еще в сезоне 98-99. В регулярном чемпионате Пламен в 27 матчах 20 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, всего 12 пропущенных мячей. В плей-офф за чемпионство оставил ворота сухими в матче с Локомотивом из Пловдива. В 3 оставшихся турах для единоличного рекорда оставалось 1 раз завершить матч с нулем в графе пропущенные мячи, но не вышло. Пламен одарен вратарской физикой. Рост 1,91 м с хорошей реакцией, пластикой и гибкостью. По типажу Андреева можно сравнить с Яном Облаком. Сильнейшим игровым качеством является игра на линии ворот, уверенные рефлексы при ударах с близкого и среднего расстояния. Также голкипер неплох на выходах. У болгарина большой потенциал для роста в универсальном направлении. Это лишь первый полноценный профессиональный сезон. Андреев постепенно отходит от линии ворот и пробует себя в качестве начала атаки команды. Так как это всего лишь чемпионат Болгарии, при желании Пламена может приобрести огромное количество команд. Но по крайней мере самого футболиста в клубе пытаются от всего этого отгородить, чтобы юноше не вскружила голову слава, при нем не произносится ни слова об интересе со стороны других клубов, к тому же Андреева оберегают и от похвалы со стороны СМИ, с которыми у голкипера также табу на встрече. Когда парень окрепнет физически и морально, станет по-настоящему лидером клуба и будет вести команду за собой, тогда и будут думать о трансфере, чтобы Пламен на новом месте не сдулся, а продолжил профессиональный рост. Но все это планы Левски на будущее голкипера, а вот что в голове у самого Андреева и как обстоят дела с желанием других клубов его приобрести, это уже другой вопрос. На 9 месте представитель Андерлехта Барт Вербрюген, который в начале сезона сидел за спиной основного голкипера команды, и там бы ему и оставаться, так как Ван Кромбрюгге был не просто первым номером, а целым капитаном команды. У лиловых сезон не пошел, команда провалилась в нижнюю часть таблицы Юпилер-лиги, капитан не тянул, выдал несколько невыразительных матчей, ко всему прочему Ван Кромбрюгге подцепил простуду. В 18-м туре чемпионата место в рамке занимает 20-летний Вербрюген. Нидерландец повесил на ворота замок, который взломать никто не сумел. Так до конца сезона молодой голкипер и останется незаменимым в Андерлехте. Из 17 матчей 8-0. Барт получил известность после матча плей-офф Лиги Конференций. Лиловые со скрипом дошли до серии пенальти в противостоянии с Лудогорцем, где на авансцену выходит нидерландец. Вербрюген отразил все 3 удара, став первым за 35 лет вратарем в Еврокубках, ни разу не пропустившим в серии 11-метровых. В июне Барт получил вызов в сборную Нидерландов до 21 года. До молодежного чемпионата Европы вратарь провел за сборную полтайма, но на самом Евро Вербрюген был основным. Оранжевые, правда, расписали 3 ничьи и пропустили в плей-офф Португалию и Грузию. Нидерландец 1,94 м ростом, вратарь имеет большой процент по перехватам кроссов, одной из сильнейших сторон является подстраховка защитников. Вербрюген не боится покидать свою территорию, что позволяет защитникам отодвинуться дальше от своих ворот. Барт хорошо работает ногами, участвуя в распасовке команды, как начиная атаку, так и при необходимости принимая мяч в случае активного прессинга со стороны соперника. Непосредственно с работой в рамке с отбитыми мячами у Вербрюгена также все в порядке. Неудивительно, что на голкипера реально претендует ряд клубов премьер-лиги. Это Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Брайтон, Бернли, Челси. Вроде как всех опередил Брайтон, но пока официально объявлено не будет, предпочитаю не спешить с выводами. 8 место занимает голкипер, которому в завершившемся сезоне похвастать нечем, потому как только зимой попал на туманный Альбион, но это не означает, что он не является одним из лучших молодых вратарей мира. Обстоятельства были против. В основном ростере Челси целых 2 основных стража ворот Арисабалага и Менди,
Тренером пенсионеров было не до экспериментов. Слонина свой шанс так и не получил, поиграв немного за молодежную команду. В начале года 19-летний вратарь, тогда ему было 18 лет и 255 дней, сыграл свой первый матч за национальную сборную США, став самым молодым голкипером в истории сборной звездно-полосатых. Перспективы американца огромны. Родители парня родом из Польши, сам он появился на свет уже в США. По рассказам самого Слонины, место в рамке ворот досталось автоматически из-за габаритов. Взять пенальти для Габриэля не составляло труда, потому как он занимал все место в рамке, бить просто-напросто было некуда. Слонина стал самым молодым доморощенным игроком в истории МЛС, подписавшим профессиональный контракт, в 14 лет поставив подпись под соглашением с Chicago Fire. Дебютировал во взрослом футболе в 17 лет и 81 день, что является рекордом для данного амплуа в новейшей истории МЛС. Да еще тот матч закончил с нулем в графе пропущенные мячи. Летом 22 года Челси заплатил за Габриэля 9 миллионов евро. Вратарь остался в Чикаго до конца сезона, выступая уже на правах аренды. В 32 матчах пропустил 45 мячей, 12 встреч на 0, при том, что Чикаго являлся аутсайдером чемпионата. Слонина – быстрый голкипер с хорошим позиционным чутьем, грамотно срезает углы, в купе с его габаритами оставляет мало свободного пространства для мяча. Габриэль достаточно гибкий и с должной реакцией. Футболист выглядит уверенно при выходах 1 на 1, не боясь оставить ворота, может высоко встретить нападающего игрока. Слонину сравнивают с Буфоном и Нойером, что само по себе говорит о многом. Американец не стесняется таких сравнений, говоря, что это огромная честь, и почему бы ему не оказаться в дальнейшем на одном уровне с этими великими представителями своей профессии. Слабой стороной Слонины является остановка кроссов, хромает техника прыжка с дальнейшим неточным пасом в случае перехвата, опять-таки из-за неправильного выпрыгивания. Контракт Габриэля с Челси на 6 лет. В то, что за этот период Слонина станет основным голкипером синих, нет сомнений. Хотелось бы его увидеть уже в этом сезоне. Кстати, не удивляйтесь, если на футболке вместо фамилии у Слонины будет написано Гага. Это прозвище носит на себе юноша с самого раннего детства. На 7 место поставим воспитанника Ман-Сити Джеймса Траффорда. 20-летний голкипер также имеет приличные габариты, рост больше 1,90 м. Тренер отмечает его мышление как вратарское, так и общечеловеческое, его менталитет победителя и уверенный в себе, не отражающийся на трудолюбии. Джеймс со всей серьезностью относится к тренировкам. Вратарь обладает хорошей реакцией и концентрацией. Траффорда тяжело застать врасплох. Если надо, англичанин способен вовремя выбежать из штрафной, почистить за обороной. Нынешний сезон Траффорд провел в аренде за Болтон. Несмотря на знакомое имя, думаю, найдутся те, кто помнит Уондерерс как середняка премьер-лиги, который не помышлял о вылете. Те времена далеко позади. Нынешний Болтон не фаворит даже в Лиге 1, это 3-й дивизион Англии. Несмотря на это, Траффорд сумел выиграть с Болтоном кубок, трофей английской футбольной лиги, известный также как трофей Папа Джонс. Это кубковый турнир для команд Лиги 1, Лиги 2, а также лучших молодежных Ю-21 команд Премьер-лиги и Чемпионшипа. В 1/8 Болтон разгромил молодежь Ман Юнайтеда 4-0. В Лиге 1 Траффорд сыграл 45 матчей, из них 22-0, что позволило Уондерерс побороться за путевку в Чемпионшип через плей-офф, но в полуфинале уступили Барнсли. Также Джеймс отметился голевой передачей в чемпионате, но там было достаточно матчей, а вот подобный трюк на молодежном Евро в матче с Германией звучит более впечатляюще. Траффорд, как основной голкипер трех львов, не предусматривался, но его уверенная игра за Болтон впечатлила главного тренера. Джеймс провел все 3 матча на групповом этапе с Израилем, Германией и Чехией, пробить Траффорда так никто и не сумел. У англичанина долгосрочное соглашение с Ман-Сити, аж до лета 27 года. Думаете, даст Гвардиола шанс Траффорду в первой команде? Звучит вполне вероятно. На 6 месте и последнем на сегодня, чтобы не растягивать видео, топ-10 лучших вратарей будет разбита на 2 части. Не волнуйтесь, вторая выйдет обязательно, независимо от количества лайков и комментов. Итак, на 6 строчке новобранец Лейпцига, а они абы кого покупать не будут, Мартен ван де Ворт. Мартин родился в Сент-Трюдене, занимался в местных футбольных школах, мальчик и не помышлял занимать место в рамке. В 2011-м Ван де Ворт поступает в Академию Генка. Политика Академии заключается в том, что каждому игроку представляется шанс сыграть в воротах. Ван де Ворт в этом преуспел. С учетом его техничной игры ногами, бельгиец быстро развивался. Футболист начал тренироваться с первой командой в 15 лет. В 17 лет и 287 дней Мартин дебютировал в Лиге Чемпионов, став самым молодым голкипером в истории турнира. В соперниках был Наполи.
Нынешний сезон бельгиец провел в Генке. Был близок к чемпионству, кому интересно, вот видео про эту драматическую развязку где-то сверху. Ван де Ворт регулярно выходит из штрафной, чтобы забрать мяч и начать атаку. 21-летний бельгиец умеет играть ногами, а главное обладает высочайшей уверенностью в себе и моральной устойчивостью, которая передается на партнеров по команде. Мартен постоянно совершенствуется. В Лейпциге с их подходом скиллы Ван де Ворта точно пойдут вверх. Надо поработать над отбитыми ударами. У голкипера не самое выдающееся соотношение пропущенных мячей к XGI. Несмотря на трансфер в Лейпциг, в Германии бельгийца в следующем сезоне мы не увидим. Красные быки заранее позаботились о будущем. Ван де Ворт присоединится к команде только летом 24-го. Еще сезон в Бельгии, затем Мартен придет на смену возрастным голкиперам Лейпцига. Пока будете ждать продолжения топа, можете глянуть видео о самых интересных трансферах, которые наверняка вы пропустили. Подсказка сверху. Будьте здоровы, мирного неба, не верьте пропаганде и приятного вам вечера.